Ребятки, всем привет-привет! Вы на канале Амадея Таро, с вами Вероника. Сегодня расклад на такую тему делаю. Как поживают на данный момент те, кто однажды предал нас? Но смотрите, 3 варианта буду делить на категории. Первый вариант — это наши партнеры, бывшие. Второй вариант — это у нас друзья, либо те, которых мы считали таковыми в свое время. И третий вариант у нас будет сегодня нестандартный. Это люди из соцсетей. Все мы человеки, как говорится, все мы общаемся. Кто-то нам нравится, кто-то нас может заинтересовать. И вот хочу просмотреть, что там с той стороны экрана за личность, за человек. Либо, возможно, вы общались с человеком через соцсети, была заинтересованность, был какой-то азарт. Но, допустим, это прервалось из-за его либо ее манипуляций. То есть мальчики, девочки, расклад как бы общий, и одним и вторым подойдет. Так что пока я буду тут тарахтеть по поводу подготовки карт, которые дали нам общую картину, не могу не дать эту информацию. Почему? Потому что тема мне интересна, та, которую я озвучила. Я давно ее хотела просмотреть. А вот карты выдают еще дополнительную инфу, которая должна в ваши ушки попасть, скажем так. Еще что хотела сказать. Хотела поблагодарить всех тех, кто отписывается мне, оставляет свои комментарии. Мне очень приятно читать их. Мне очень приятно знать, что та информация, которая проходит через меня, кому-то нужна, кому-то это важно, кому-то это помогает вывести себя на новые вибрации, сделать определенные выводы, уйти из токсичных отношений, какими бы они там ни были. То есть наши партнеры, знакомые, работа, коллектив какой-то, либо же даже родственники. То есть, если эта информация вам помогает, я более чем рада. И я более чем благодарна Всевышнему за то, что у меня есть этот дар проводить определенные потоки для вас. Вот так вот скажем. Итак, продолжайте определяться с вариантами. Я сейчас озвучу общую картину по тем колодам, которые я сегодня выбрала, и что хотят передать вам и род, и высшие силы, потому как они сейчас очень, так, знаете, за многих усердно взялись. За кого-то в хорошем плане, за кого-то в том плане, на который они заслужили. И также, да просто из потока инфу посмотрим. Так, смотрите, ребята. Какую я первую? Нет, первую я смотрела вот эту колоду. Это колода Таро Дикого Леса, но лично в моем исполнении, оформлении, в общем. Смотрите, здесь у нас идет справедливость и туз жезлов. О чем это нам говорит? О том, что многие из вас сейчас начинают входить в свою силу. Трансформация подходит к завершению. Вы по справедливости получаете те вознаграждения, которые, возможно, отбивали чистками, защитами, отстаивали себя и магически, энергетически, и психологически. То есть ваше устремление, ваша искра жизни, она по справедливости должна гореть, сиять. То, чем вы планируете заниматься, оно принесет обществу, принесет людям определенную полезность. И вам на ваше творчество, на ваши устремления, каковыми они не были бы,
дают зеленый свет. То есть то, что вы будете предпринимать, будет по справедливости. То есть здесь как бы, ну, шикарно. Вторая, что я смотрела по второму. По-моему, или вот эта колода. Да, вот эту колоду я подготавливала. Смотрите, здесь туз кубков, королева пентаклей. Ребятки, ну, тут такой момент присутствует. Ага, все, теперь я просто уточнила лично для себя. Значит, девочки, это по поводу бывших, скорее всего, здесь. Вы стабильны, вы нашли себя, вы нашли свой путь, вы определились с целями в этой жизни, но вас попытаются на чувства, на эмоции высадить, возможно, ну, рассказами о том, как вы дороги и что наконец-то осознали, что же потеряли в вашем лице. Ну, в общем, вы поняли, да? Лапша на ушах Ролтон или какая там есть, я уже не помню. В общем, вы меня поняли, да, о чем я. Будьте осторожны, не эмоционируйте, потому что здесь с помощью этих эмоций пытаются вас увести от вашей стабильности, от вот этого самонастроя на стабильность, для того, чтобы получить от вас выгоду. Итак, по Таро Веретника. Приговор, высший суд. Я думаю, здесь нечего больше добавить. Я следующее видео сделаю именно на чистки, на защиты, как у кого прошли именно эти моменты. А потом буду смотреть по ритуалике, потому что знаю, что многие уже чистку, защиту как бы прошли этот этап, да, и там пошли новые энергии, новые ритуалы на определенные вещи. Что сказать? По вашим недоброжелателям они приговор свой получили по высшему суду, какой сейчас будем смотреть. И по оракулу теней, по вашему развитию, смотрите, магия власти, как бы, ну, то, что вы делали, ну, тут не просто зеленый свет, тут просто одобрение свыше на то, что вы делали. Потому что власть в ваших руках. Вы себя отвоевали. Единственный момент, что хочу заметить, ребята, кто уже двигается дальше по измерению, да, вот сегодня буквально разговаривала я, что такое 3D, 4D, 5D измерения. Вот если взять вот этот тройка, четверка это переход и пятерка, то вы уже середину 4D прошли вот этого коридора. Вы уже ближе к пятерке. Вот в этом состоянии я хочу вам посоветовать научиться принимать любых людей, как бы так лучше выразиться. Поймите, что вот все, что есть в нашем мире, на планете Земля, оно имеет право существовать, и оно кому-то нужно. Даже сраные маньяки, это все для кого-то нужно, понимаете? Для того, чтобы другие вышли. Они просто средства. Любые, кто занимается чернухой, любые, кто... Чернуха так как-то звучит неполиткорректно, я бы сказала. Знаете, вот те, кто даже влияют с помощью магии на волеизъявление других людей, те, кто завидуют, те, кто нас копирует, те, кто ставят стяги, кто перекрывает нам каналы, связь с родом, те, кто пытаются забрать что-то наше вообще, да, они наши учителя, и они очень хороший старт для взлета. С помощью таких людей мы взлетаем. Над собой, над обстоятельствами, над личностным ростом. Понимаете, мы вот они именно то место, та вот основа, стержень, на который мы опираемся для того, чтобы оттолкнуться
на следующий этап, сделать следующий шаг. Вот в таком ключе их воспринимайте. То есть поймите, что люди бывают разные, и ну, это просто нужно принять. Принять и... Ну, не нравится вам человек, вам никто не заставляет вас с ним общаться. Но, вот знаете, испытывать жесткую неприязнь к иному, нежели у вас мировоззрению, в общем, не тратьте на это время. Вот это уже личностные проработки, конечно, идут, но вы, думаю, суть уловили, о чем я хотела вам сказать по этому вопросу. Потому что здесь есть такой момент, что может подвыкручивать мозги и разум сейчас, дабы хотя бы за что-то зацепиться негативное вашему разуму и стопорить ваше движение вверх. Поняли меня, да? Итак, я думаю, что пока я здесь разглагольствовала на такие замечательные темы, вы уже определились, каждый со своим вариантом. Вот. Это я буду уточнять. Так. Кто-то из вас уходит в ведьмовство, открывают потоки магии. Это вот... Знаете, такое жесткое решение, резко принято было. Что-то у вас произошло в жизни, и вы как отрубили прошлое и сказали, да пошло оно все. Все, я иду, короче, в себя, я иду в творчество, я иду даже в ту же магию, я буду что-то конкретно предпринимать. И причем, знаете, вы тот человек, который знает, как себя вести в любом обществе. То есть вы с каждым можете найти пути коммуникации. Что-то новое вас там ждет, и вас это, знаете, как вдохновляет. Вот, вдохновляет. В общем, классно здесь, классно. Опять я, короче, зависла по этим потокам. Почему? Потому что несколько дней не получалось снять видео по личным обстоятельствам. Пахота идет, как говорится, энергии движутся, и за ними нужно успевать. И, в общем, успевать. Так, еще раз. Вам повторюсь по вариантам. Первый голубой, смотрим бывших партнеров. Второй вариант, белый, смотрим бывших друзей, именно друзей. И третий вариант, зеленые камушки, это общение в интернете. То есть, возможно, вы встретились в интернете, да, там, точнее, не встретились, познакомились. Потом у вас что-то это переросло, не доросло, они стали партнерами, уже бывшими, в общем, не суть важно. Но здесь, знаете, больше вот этот вариант зеленый, он заточен на то, что вот вы познакомились в интернете и хотите прощупать, что за человек. Либо же у вас был такой человек, который, вот знаете, вот заинтриговал. Вот есть люди, да, они на расстоянии находятся, да, это кармические товарищи. Естественно, манипуляции там при таком общении есть уймище просто такие, но сам факт вот просто промониторить, да, а как же вот там вот сейчас обстоят дела с этими ребятками. Так, эти я пока убираю, смотрим первый вариант. Голубые камушки. Бывшие партнеры. Так, я уже натарахтела на 15 минут. Бывшие партнеры.
что же у нас здесь с бывшими партнерами? Вообще, к чему вот этот вот расклад я делаю? Смотрите, сейчас много какие энергии, ну, рулят, скажем так, да, на планете Земля и у каждого. И просто многие люди сейчас, когда идут по своему пути, от них вот эта вся гадость, вот, которая раньше, с которой воевали, она отбивается, поняли меня, да? Но руку на пульсе держать следует. Единственное, что по третьему варианту, это праздное любопытство, конечно, больше такое. Но смотрите сами, возможно, кому-то из вас, ну, подойдет что-то из этого. Может, вы вообще интуитивно выбор сделаете и, ну, попадете туда, куда вам нужно попасть. Вот. Итак, первый вариант. Наши бывшие партнеры. Посмотрим, что у них там. Так. Это у нас будет общая тенденция. Что у них там? Вот так пусть будет. Общая тенденция развития их жизни на данном этапе. Посмотрим, что у них на личном фронте, что у них в финансах. И что же еще посмотреть? Там, кстати, будет по каждому варианту еще сюрприз с помощью оракула теней. То, что я буду смотреть по вашим вот этим недоброжелателям, ну, то есть тем манипуляторам, с которыми мы уже расстались. Общая тенденция, личная, деньги. Что еще можно и на них там посмотреть? Я даже, не знаю. В общем, ладно, если что, сейчас потоково посмотрим, придет информация. Ух ты ж, ёлы-ты-палы. Короче, я поняла, я задала про себя вопрос. В общем, знаете, здесь как? Заденем слегка те моменты. Пусть вот 5 карт так и будет эти. Какие изменения в жизни человека запустили ваши чистки, обратки, ну и тому подобное. Вот здесь больше, да, чистка с обраткой, защиты не рассматриваем. Вот возьмем вот так вот. Раз выпали, значит вот так должно быть. Сразу могу сказать, что очень тяжело человеку в его девятке пентаклей находиться. То есть все, что раньше было стабильно, налажено, бизнес, работа, деньги, поток денежный, какие-то там женщины, отношения, семья, родственники. Это очень сейчас тяжело ему дается. Итак, общие тенденции, что у него там? Смотрим. Ух ты ж, ёб твою ты мать. Извините меня, пожалуйста. Так, несколько вариантов. Первое. Человек начал изучать магию. Но в своем изучении наткнулся на 5 кубков. Ну, то есть... ну, прокакал он, короче, много. Короче, полез он не туда, вот что я вам хочу сказать. Влез не туда, куда... В общем, куда мама пальчики не совала его. Или ее...
Как-то разочарование в каких-то магических ритуалах, над которыми он очень долго корпел, вкладывал деньги, время, вот прям, знаете, вот определенные ритуалы здесь идут, которые нужно выполнять там несколько дней, в определенные лунные сутки, к примеру. Делал, так делал, старался, надеялся и дулямбу получил, понимаете? Ну и обывательский вариант. Человек занимается махинациями, мошенничеством, обманами, нечестным зарабатыванием денег и потерпел, бедолага, потери и большие потери. Ну, здесь просто, возможно, кто любит панк-рок, есть такая группа «Адаптация», у нее есть замечательная песня под названием «Нас наебали». Извините меня за мой лексикон в который раз, но говорю, что думаю. Вот здесь вот эта вот песня об этом товарище вашем. Что в магии пролет, что по деньгам пролет. Но здесь человек заточен на бабло. Это однозначно. А его высшие, видать, растачивают. Так, давайте-ка уточним, что здесь еще у нас, общую картину для первого варианта. Да, смотрите, здесь что-то и в семейных вопросах, и в деловых, и вообще в обществе. Он закрытый, жесткий, ведет себя неадекватно. И как-то, знаете, это уже его не радует. Вот то, что ранее радовало, теперь не радует. Тут, знаете, человек хочет сыскать для себя почет и уважение в глазах других людей. И поэтому вмешивается в их дела. А что еще делать? Там-то ни черта не получилось, и самооценка только так, пух! Минус 2-й этаж на парковку съехала. Что еще? Ну вы посмотрите, только сказала, и карты подтверждают. Ну да, человек здесь магичил у нас. Магичил, причем кому-то обращался. То есть он не один работу проводил. Магичил на то, чтобы трансформировалось что-то в отношениях, возможно, ваших с ним, возможно, вообще в обществе по отношению к нему. Ну и также я вам хочу сказать, что здесь у человека еще есть такие способности, как спиритизм, но если человек идет на низких вибрациях, то сами понимаете, допустим, он там... Но он тут не может идти на высоких вибрациях. Деньги зарабатывать обманным, воровским путем, ну, явно люди высоких энергий не станут, это однозначно. Способности есть, да, но если человек, опять же, повторюсь, на низких вибрациях, возможно, человек и побухивает, и это факт. И он в этом состоянии видит потусторонний мир, то есть, ну, двери у него открываются туда, и, ну, он в шоке просто. У него планомерно может ехать крыша. Он не понимает, что это такое, он не понимает, куда он попал, почему ему это сейчас видится, зачем ему это показывают вообще. Он более чем, я вам хочу сказать, что этот человек... уверен в том, что это на него кто-то делает. Он даже не, ну, может, там что-то пытается как-то изучить и понять, но здесь страхов очень много.
Человек, смотрите, очень расстроен, что не получилось. Тут такое впечатление, что вот бывший пытался вас вернуть в магии, короче, ни черта у него не вышло с помощью там приворотов и тому подобное. Вы отбились. И он начал с помощью магии пытаться завоевать внимание всего мира, снискать вот эти почести, почет, уважение у людей. С помощью магии, возможно, там себе деньги привлечь, да. А внутри-то он, король мечей, он не меняется, он, в старых вибрациях сидит, которые уже не работают в этом мире, и он, короче, разочарован в своих этих деяниях, в своих манипуляциях. Если не брать магию, давайте так, я уже не буду эти варианты озвучивать, потому что магия — это есть вся вообще наша жизнь, наши энергии, наши мысли. И магия — это наш мир в целом. То есть это не обязательно ритуалика и тому подобное. Магия, она везде есть. Поэтому здесь проманипулировать не удалось человеку. Здесь еще получается, что такое впечатление, что он очень долго продумывал, как бы вас сочетать со своей другой барышней. С другим партнером, то есть, чтобы вы в треугольничек зашли. Там ему удобно, с вами интересно, и он такой, и тудой, и сюдой, или такая. Ох, вы даже не представляете, как же этих людишек нахлобучит уже немножечко осталось, буквально вот в скором времени. И, до 25-го года, скажу так, знаете, с ехидцой умрут многие. Это факт. Зачистка будет жесткая идти. Что здесь еще? Из-за того, что магичил человек, и не вышло у него ничего, пытался с миром мертвых сотрудничать, а не получилось. А они ему сказали: иди отсюда. Недостоин. В общем, вот такая вот общая картина. Знаете, хотел человек так, чтобы все на вялике. На вялике у него было. Короче, и нахрен сесть, и рыбку скушать хотел. Так, смотрим, что у него там на личном. Смотрите, тоже есть два варианта. Человек будет возвращаться либо в свою старую семью, либо к вам пытаться попасть, либо вообще, если это маменькины сыночки, к маме под юбку, ибо у них, жесть, короче. Жесть. Человек в очередной раз потерпел поражение на любовном фронте, не сделал никаких выводов и пытается найти запасной аэродром, где бы пересидеть, переждать, перетерпеть, залезать раны и потом стартануть дальше в новое. Может, у сестры пожить, у теток, там, у дядек каких-то. Вы поняли меня, да? Вместо того, чтобы сделать хотя бы полшага вперед, человек откатывается шагов на 5-8 назад просто-напросто. Он привык так действовать. Что еще на личном? Еще есть момент того, что так, которой он ушел. Либо вы расстались, прошло время, он там с кем-то сошелся. Опоила, кормила раз, магию делала на него 2, и весь стопор, который у него происходит в жизни, это результат ее магии, это 3.
В иллюзиях человек каких-то, в иллюзиях, в жестких таких, знаете, иллюзиях. Подвешенный, да. Ему бы пересмотреть сейчас ситуацию вообще, как жил, к чему пришел, чего достиг. Знаете, как в песне группы Алиса: ты посмотри, оглянись, что ты сделал и кто этому рад. Что-то в этом роде песня была, давно уже не слушала их, в общем. Вот, оглядись и посмотри, да, что ты сделал и кто этому рад. А человек вообще не понимает, как это. Понимаете, как? Вот такое впечатление, что он ждет, что кто-то придет, вот волшебник в голубом вертолете, и бесплатно ему покажет кино, все разъяснит, все покажет, расставит всю его жизнь по полочкам, а он ее будет просто дальше жить. Он вообще не хочет понимать, что ему эти вопросы, эти затыки нужно будет прорабатывать либо здесь и сейчас, либо там и потом, но с более жесткими проработками. Еще человек может думать, что вы специально как бы пытаетесь им манипулировать, если вы с ним не выходите на контакт, да, оборвали все связи, он думает, что это ваша игра такая. Он ждал каких-то конкретных результатов, повторюсь, от своих магических ритуалов. Он их не получил и сейчас сидит в догадках, а почему же так? Он написал определенный сценарий, а вы не сыграли роль, которую он решил, что вы должны сыграть. Понимаете, вы пошли не по сценарию, а вы как-то, пошли в себя, в развитие, видимо. А он сидит, и не может вообще собрать себя воедино и понять, как так не сработало, схема не сработала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что еще на личном? Девочки, если бывший будет к вам пытаться прорваться, будет прорываться к вам, да. Хочется так выразиться от-душински, знаете. Писюшку надергал, думая о вас. Намечтался, все как будет по его сценарию и, будет мчаться изо всех сил. Вот сейчас буквально под Новый год оленей запряжет в упряжку и к вам. Угу. Да-да-да. Запряжет оленей в упряжку и к вам, девочки. Мальчики, если кто смотрит, то это ваши бывшие девочки. Планируют сидеть. Как же у них все классно получится. Всегда же прокатывала, понимаете? Так. Ушел в раздумье человек. Но здесь, понимаете, здесь, да, присутствует третья персона, но она как бы сзади него стоит. Здесь мысли о вас идут. Ушел в повешенного пересмотреть что-то. И потом собирается к вам действовать. Не исключаю, что если вообще инфантил конченый будет обращаться к какой-то ведьмушке-колдушке, поняли, да, чтобы вы о нем там думали, чтобы вы сами вышли с ним на связь. А вы не выходите. Ха-ха-ха. Добейте его, понимаете? Добейте. Двигайтесь дальше по своему пути, пожалуйста. А вот это вот овощное рагу, пусть оно еще покипит, поварится, и вот когда оно созреет, оно что-то там вам выдаст. Иллюзий у человека очень много. Ой, куча иллюзий по поводу того, как у него будет с вами семья, понимаете? То есть человек вообще не отстреливается, что он набокопорил, что ли, до такой степени,
Ты знаете, это мужчины из той области, которые, не понимают, что женщина может, насколько сильно она его может любить, настолько же сильно будет и ненавидеть, в принципе. И, это только девочки понимают, что мы, когда нас предают, мы можем очень спокойно и вообще без никаких эмоций, даже внутри ничего не ёкнет, пройти мимо, даже если этот человек будет подыхать в канаве. И это факт. А если человек еще и магией фигачил против вас, а если эта магия еще и на ваших общих детях отразилась, то тут как бы, то в эту канаву даже плюнуть можно, которой он там вздыхать будет. Что смотрим в денежках у товарища? А что денежки? А денежный канал привязан к его эмоциям, к чувствам. И человек недоволен тем, что ему предлагает судьба. Разочарован. Вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию под другим углом, понимаете, и, возможно, заняться своим любимым делом, помните, по общей тенденции было видно, что человек нечестными путями зарабатывает деньги. Он вот эту перспективу, о которой я только что сказала, чтобы, поменять свою жизнь и начать заниматься тем, к чему душа лежит, он даже вообще не видит в упор, понимаете, она ему уже по лбу стучит, он не видит. Еще здесь может такое быть, что человек поменял работу и пытается, знаете, как найти друзей в общем коллективе, прощупывает, а с кем можно подбухнуть и поговорить по душам. Пришел на новую работу и давай себя зарекомендовывать в качестве профессионального алкаша. Что, тоже подход нормальный, взрослый такой. Да, человек бухает. Бухает, потому что страхи его зажрали, ему тяжко понять, что у него жизнь жестко поменялась, приходится жонглировать двумя вариантами, приходится и туда, и сюда бежать, чтобы заработать то, что раньше вот так получалось. Очень большие страхи, отчаяние такое, знаете. Оглядывается и думает, это мне кто-то что-то сделал, поэтому у меня нет денег, поэтому у меня так ситуация вообще вся складывается в этой жизни. Он не понимает, что это, по карме ему, он заслужил это. И вот это все по деньгам, это всего лишь результат. Результат. Это не причина, это последствия его же деяний, его же выбора. И помните, я говорила еще, что человек прибухивает и видит, тонкий план сущностей он видит. Так вот, он их не просто видит, он как бы понимаете как? Они-то его, может, и манят. Короче, если отлистать на лет 10 минимум назад, у кого-то даже будет из вас и больше, ребят, смотрите сами по обстоятельствам. У этого человека бешенейший был потенциал на общение с потусторонним миром. Но ввиду тех обстоятельств и того выбора, который он делал на протяжении нескольких лет, под бухлом закидываться в мир другого измерения. Я понимаю, если ты, офигенный, уральский шаман. Как могут шаманы не только из Урала быть, это я так выражаюсь просто.
и ты принимаешь определенные, это не то, что ты там бухаешь, они определенные жидкости пьют для того, чтобы, ну, в мир предков войти. Но здесь же явно не шаман, понимаете? Ну какой здесь шаман, мать его? Тут, извините меня, просто, ну, убожество. То есть это не про него, понимаете? Хотя он мог бы им быть, если бы, да кабы, да во рту росли грибы. Да, все правильно. Так что у него по деньгам? У него деньги сейчас, понимаете, он вроде как думает о них, работает, что-то там, тут, знаете, метушня такая, да? А внутри у него весь настрой именно... Он весь в эмоциях, он весь в каких-то переживаниях. Он все это пытается завуалировать для других, но это не получается. У него срываются тормоза, он начинает бухать. Под тем, как он бухает, кому-то рассказывает то, чего людям чужим знать вообще не надо было бы. Потому что люди против него начнут собирать компромат. Но здесь такая личность, которая, естественно, просто в прошлом манипулировала истиной, даже по отношению к вам. То есть, зная ваши слабые места, ваши секреты, ходил и разбазаривал их. Вот теперь просто ему прилетит обраточка в виде тех, кого он сейчас повстречает под вот этой кубковостью своей, блин. Вот опять эта десятка жезлов. Да у него нет, у него по деньгам все застрял. Застрял, все остановилось. Финансовый канал, ну... Ну что, мальчики, девочки, здесь финансовый канал не просто забит. Его закрыли от слова совсем. А слово совсем от слова вообще закрыли. По суду. По старшему аркану суд, это по решению высших. Но если и будет, знаете, ну, деньги и будут, ну, чисто там, чтобы с голоду не помер. Ему намекают высшие, что тебе нужно бросать пить. Знаете, что здесь еще я вам скажу? Здесь кроме бухла может быть наркота, травка, какие-то седативные даже средства. Но человек подсел, может быть таблетки, знаете, может там не спал, короче, покупал таблетки, чтобы уснуть, и в итоге подсел на них и пошел дальше. Это где-то у него сдвинется с мертвой точки. Вы знаете, здесь еще какой вариант? Возможно, под вот этими всеми нюансами в своей жизни человек решил отвлечься через другую женщину. И в попытке... Блин, я вообще не знаю. Вот понимаете, это карты на финансы у человека, чтобы вы понимали. Финансов вообще... Из карты финансов здесь у человека только двойка пентаклей. О чем это вообще может говорить в этих финансах? Да, блин, об их отсутствии, собственно говоря. Понимаете? Здесь человек вообще деградирует. Вот здесь, понимаете, вроде как какое-то просветление и бац, деградация. Ты просветляться, блин, должен, у тебя что-то нормальное там наклевывается. А он, короче, я поняла, он все хочет доказать, что он всея Руси царь, что ему все должны поклоняться. За счет этого откатывается дальше, реально деградирует человек. Просто деградирует. Просто деградирует, и знаете еще, может быть, отвлекся на другую женщину, знаете, как замену вам, там, чтобы вы из головы ушли, там, или бухает с ней там на одну ночь общение, давайте скажем так.
Либо же эта деградация идет на фоне того, что вы его не выбираете, понимаете, и он из-за вас пьет. Но опять же таки, желание доказать, что он выше всех, лучше всех, побороться с вами. Да, это вы с прошлого. Все-таки это вы, он деградирует из-за того, что не может понять, почему же не получается так, как он хочет, да. Вот что у него на личном фронте, что вы у него в голове на личном фронте, денег нет, ни черта, жизнь должна измениться было бы к лучшему, если бы человек что-то, да, осознал. Итак, смотрим по тем картам, которые выпали, как вообще складывается его жизнь в связи с вашими чистками и обратками, да. Звезда башня, шут, 8 кубков, 5 жезлов. Ну, собственно, кто разбирается в Таро, те уже все прекрасно поняли. Мечты, надежды, стабильность разрушилась вместе с этим, эти мечты, обнуление пошло, хочет он или не хочет, возможно, кто-то его чистил, возможно. Если это были вы, ну, значит, это были вы, скажем так. После этого человек ушел в 5 жезлов, то есть борьба, борьба и еще раз борьба, доказывание, доказывание самому себе, понимаете, что он хоть что-то, хоть чего-то достоит в этом мире, в этой жизни, в этом обществе. Но это постоянная борьба будет. Через скандалы, через вот эти конкуренции, сражения, понимаете, перетягивание канатов, у кого длиннее. А знаете, зачем его будут сталкивать с этими людьми? Для того, чтобы человек научился видеть и уважать и мир, и эмоции, и мировоззрение, и мнение других людей. Не только свое ставить впереди планеты всей. Вот так вот. Бывшие. Поживает. Поживает ваш партнер. Да, захочет кому-то приехать, опоить, возможно, обкормить тоже захочет. Ну, привороты же еще никто не отменял, понимаете, у человека там одна шарманка в голове играет, как бы. Итак, смотрите, что я хочу сейчас посмотреть для вас на оракуле теней. Какой вопрос? Вот этот человек, ваш партнер, встретился на вашем пути не просто так, да? И давайте сейчас посмотрим, вот глядя на его жизнь, да, как у него сейчас дела вообще складываются, то, о чем я говорила несколько минут, вот все это время, вы послушали. И вот для чего вам эта информация, что вы должны понять, глядя на эту личность для себя? Возможно, в жизни этого человека рассмотреть свой собственный затык. И знаете, как вот, возможно, где-то что-то всковырнется внутри вас, и вы поймете, блин, да, точно, реально, я где-то точно так же, возможно, бокопорил, возможно, тоже манипулировал. И вот, как бы, знаете, инсайт такой откроется. Вот посмотрим, что в этом человеке должно вас сподвигнуть на движение ваших энергий. И совет вам. Вот так вот. Так, что же в нем?
вы должны понять, что этот человек вам зеркалит зависимость от денег. Что этот человек готов пойти на любого рода ухищрения, манипуляции, предательство, ложь, клевету ради того, чтобы иметь деньги. Ради того, чтобы находиться там, где ему выгодно. Более комфортно, более вкусная еда, более теплая постелька. И это, кстати, кармические долги из прошлых жизней. Вам вот этот момент нужно проработать в себе. Привязка к денежному, знаете как, привязка к деньгам, к денежному аспекту, но самое важное в этом мире за деньги купить нельзя. И плюс еще здесь вам нужно понять, как правильно взаимодействовать с денежным эгрегором. Поснимать родовые свои зацепки, закольцовки, которые мешают вам в продвижении вашего успеха, я бы вот так даже сказала. Совет вам. Ну а какой вам тут совет? По карме вы с кем-то в тандеме будете работать. Встретите людей своего круга. По закону кармы вы должны проработать эти моменты и научиться еще, знаете, как отделять зерна от плевел и видеть людей таковыми, какими они есть на самом деле, а не таковыми, какими они хотят казаться. Ну, еще здесь, если взять чисто по магии, то вам очень животные помогают, могут на себя очень многое перебирать, поэтому на животных тоже защиту выставляйте. По этой карте, вообще по этому совету, вы должны понять, что вы найдете тех людей, с которыми будете в гармонии и в равновесии находиться. И здесь еще, смотрите, какие карты закрывают, да, ну, держат колоду. Магия богатства, и, ну, то есть медведь и метла вам через род, через предков духов своего рода, через работу на местах силы нужно еще что-то почистить, вымести, возможно, вообще вот не просто вот этого человека из своей жизни, из своих мыслей, из своего ментала. Вам нужно научиться выметать подобных людей вот этой личности и больше никогда не впускать их в свою жизнь. Вот так. Ага. В полнолуние на Самайн. Поработайте еще. Ну, я думаю, не будут работать в Самайн только ленивые жопки. Тем более в такое второе полнолуние в октябре, ну, чудненькое время, знаете ли, для различных вещичек. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Так, и давайте буквально на, ну, без второго веретника я не могу, все равно тянет, все равно что-то они хотят вам шепнуть по поводу вашего бывшего партнера. Буквально посмотрю на 3 карты. Вообще, что хотят вам они сказать? Кого-то из вас кладбище зовет. На кладбище пора поработать. Результат получите. Ух ты ж, ёперный ты балет. Ты посмотри, полетело все, полетело. Да-да-да, господа, карта путь развернулась у нас. Ну, точнее, перевернулась, выпала. Все вот это вот. Вот. Ладно, давайте уже, раз они так вылетели. Что там еще 3 карты было?
Что у нас здесь? Если человек придет в вашу жизнь, вернется со скрытым умыслом, то есть тут к бабке не ходи, я вам уже все нагадала. Путь у вас на кладбище, на место силы, но если место силы, то поработать с Марой вам нужно, с Гекатой. Ну, это как пример я вам привожу просто. Это ваш путь. Ладно, путь отложу. Давайте посмотрим, что... И вот эти 3 отложу, раз они выпали. Хочу уточнить. Вы какой-то результат? Что-то вы делали, возможно, на погосте. Еще такой вариант. И как известие вам придет. То есть, может, кто-то вообще сон увидит с вашими умершими. Либо же вообще с тем, на чьей могиле вы работали. Какое-то известие вам принесут. Ну, для кого-то это расставание было болезненным, у некоторых даже немножечко там крышу подорвало, ну, в плане психики, потому что влияли на вас. Вот за то, что на вас тогда влияли, возможно, вашу пару вообще разводили с помощью магии, эти получат по голове. А там несколько личностей было задействовано, кстати, для того, чтобы вы разошлись в разные стороны. У вас-то новая жизнь будет, но также вам еще известие, что через работу на кладбище вы получите помощь для того, чтобы преодолеть свое вот это болезненное внутреннее состояние. Возможно, вы внутри еще, знаете, не проработали свои обиды. Расплата тут будет у них за их жадность. Они еще, кстати, зависимы от тех, к кому обращаются. Они, как знаете, как на игле сидят, на вот этих всех ведунах, там, колдушках, кому бегают, заказывают. Зависимы от вот этих напутствий, которые им дают вот эти колдуны. Они им рассказывают, что у них будет защита, что они власть получат. А лицемерят, потому что на самом деле ваш бывший партнер на себя чужие проблемы оденет. И это за его колдовство, за то, что он лгал. И высший суд закрывает. Это все по высшему суду. И знаете, еще здесь какая информация идет? Ребята, смотрите. Здесь человек, возможно, понял, что вы занимаетесь чем-то, да? Возможно, знает, что... Думает, что то, что есть у вас, вы только с помощью магии заработали. Хочет, как вы, лезет туда же. Но лезет, вы уже слышали мой рассказ, как он туда лезет. И знаете вообще, в чем прикол, блин? Эта личность, она еще умудряется лицемерить с темными силами, с родом со своим, с неупокоенными душами, даже в колдовстве. Понимаете? Не просто лицемерить. Он, мол, я вам делаю, да, что-то. Понимаете? Я не знаю даже, как это объяснить. Он пытается просто наебать, извините, опять же таки меня, систему, которая, ну, многовековая. Он пытается нагреть даже темных. Не буду вникать дальше, но это, конечно, что-то с чем-то, ну... Я не знаю, вот сказать по-честному,
справедливых, чем темные силы, темные ангелы. Они, конечно, существуют свыше, но они только с помощью низших существуют, вот эти вот, понимаете, восстановление справедливости. Потому что они как? Они же, они не просто так приходят кому-то нахлобучку устраивать. Там далеко не глупое создание. Они сидят, наблюдают, так же, как и верх, так же и низ, точно так же. Они ничем не хуже. И, они видят все. Все нутро. Но они работают не так, как свыше. Они работают по-другому. Они тоже манипулируют, они лицемерят, и они этим питаются. Но только для того, чтобы человек наконец-то обратился к свету. А дальше там уже трансформации не буду задевать. Вот, но здесь ваш партнер это уникум. Просто, без слов. Это уникум какой-то. Чтоб темных пытаться опрокинуть, Бог в помощь, как говорится. Ага. В общем, благодарю первый вариант вас за просмотры. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь вашими впечатлениями. Лайки, дизлайки туда же. И пока-пока вам.